Ну, здравствуй, Домик. Всем привет. Меня зовут Алексей, и вы смотрите канал Лесной Строитель. И сегодня я решил провести ночь в своем каркасном доме практически в глубине леса. Дело в том, что этот дом я построил в том году, закончил его строительство, но ни разу не испытывал его в морозную погоду. Сегодня ночью обещают до минус 25. Надеюсь, что температура опустится еще ниже. И хотелось бы понять возможности проведения ночевок именно в этом доме зимой в холодный мороз. Каркасник утеплен минватой 150 мм не по периметру, а в круг. И крыша, и стены, и пол. Но есть такой недостаток в плане теплопотерь. Это большие панорамные окна. Я думаю, что, как минимум я не замерзну, то есть градусов там 15 точно будет здесь тепла, даже в лютый мороз. А что из этого выйдет, сегодня мы с вами вместе проверим. Вы давно уже не были в моей усадьбе. Я здесь был уже несколько раз, но именно в мороз первый раз. В любом случае, садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. И посмотрим, получится ли мне сегодня переночевать здесь в тепле и уюте. Погнали! Холодновато. Сейчас интересно посмотреть, сколько градусов внутри дома. Я когда на машине ехал, температура показывала минус 18, но еще было солнышко, светло. Оно обогревало машину в том числе. Мне кажется, здесь сейчас стало холоднее. Во-первых, это все-таки за городом находится домик мой. А во-вторых, вечереет. Солнце, как вы видите, уже зашло за горизонт. Я думаю, градусов 20 минимум здесь есть, а может быть даже и холоднее. Ой-ой-ой. Минус 25 градусов, и это внутри дома. Надо побыстрее затапливать печку. Иначе так можно здесь и замерзнуть. Сейчас тогда сначала вещи все разберу, освобожу волокуши и уже пойду за дровами. Благо дров я заранее припас еще по осени. И здесь прямо сзади дома они лежат в большом количестве. Я думаю, на 5-6 раз точно хватит приехать вот именно в такой лютый мороз.
быстро температуру набирает помещение. Когда я зашел, было минус 25, сейчас уже минус 14. Я думаю, полчаса-час, и здесь уже будет, ну, такая комфортная обстановка, хотя бы около 0 градусов. Что там будет ночью, пока еще непонятно, но до ночи я буду топить и еще раз топить. Принес картину, принес сало. У меня здесь кормушка висит, как вы видите, для птичек. Они все съели. В прошлый раз я семечки оставлял. Не соленые, просто чищенные. И тоже сало. Все съели. Сейчас сало тоже положу им. И повешу градусник на улице, чтобы понимать, какая температура там. Ну, объективная. То есть у меня 1 градусник, я не буду вот это сюда вешать. Давно пора было здесь и уличных завести. Вот сегодня как раз это и сделаю. Насколько дом справится. Ну, я думаю, градусов 10 точно тепла здесь можно нагнать. Может быть и больше. Сегодня все и узнаем. Да, в принципе, наверное, и все. Сейчас уже и стемнеет, особо больше и ничего поделать будет. Максимум могу еще снег здесь на веранде почистить, чтобы его сюда не затаскивать. Потому что тут уложен ламинат. Я уже веником подмел снежок по-быстренькому и туда его выкинул.
А сейчас в помещении уже плюс почти 20. Почти 20 градусов. Это прекрасно. То есть время сейчас 7:30. Надеюсь, видно. Пришел я сюда где-то, наверное, в 4, получается. За 2,5 часа помещение прогрелось. А мне говорили в свое время, помню, когда дом строил, что каркасник плюс с панорамными окнами не будет держать тепло. Ну, тепло-то, понятное дело, наверное, держать не будут эти панорамные окна. Я это даже не собираюсь обсуждать, и это верно. То есть теплопотери большие. Но для такого маленького помещения, там 16 или 17 квадратных метров, вот этой маленькой печки более чем достаточно. Картину, наконец, сюда привез. Ну, может быть, не совсем она вписывается в интерьер. Я вообще хотел просто зеленый лес какой-нибудь, пейзаж. Но, с другой стороны, сейчас все-таки зима. И, наверное, по погоде подходит эта картина более чем. На улице уже стемнело. И я думаю, можно, наверное, приступать к готовке. Уже есть хочется. Сейчас по-быстренькому приготовлю что-нибудь. А что-нибудь это гренки с сыром и 2 стейка. Или 1 стейк говяжий. На сковородке пожарю. Гренки, которые с молоко, сливки точнее, с яйцами взбиваются, и хлеб туда обмакиваешь и уже жаришь на сковородке. То есть вот такие гренки у меня будут. Ну и потом, наверное, перед сном уже дров надо будет набрать. Я уже одну партию дров спалил, то есть вот, которую я в первый раз приносил, без съемок еще. Одну партию дров сюда занес и начал ее сжигать. Ну, получается, что одни волокуши полные, забитые дровами, их хватило, чтобы прогреть помещение там до плюс, допустим, 15 градусов. Ну и вот уже вторые волокуши дров. Ну и, наверное, до 30-ки добью. То есть закладки печи, ну, наверное, штук 5-6, потому что печь маленькая. Там дрова вообще, ну, в ширину можно где-то 40-45, наверное, запихнуть. А в глубину печка вообще очень маленькая. Около 30, по-моему, сантиметров дрова только можно будет туда класть. Вот эта поверхность мне не очень нравится. Не горючая сзади печки. В дальнейшем хотелось бы, наверное, ее все-таки плиткой обклеить. Ну, есть какая-то декоративная плитка специально для обустройства печных пространств. Ну и ждем ночи, ждем мороза крепкого, чтобы прям завтра проснуться и понять вообще, оценить свойства этого дома, его возможности. 150 миллиметров утепления, потолок, стены, пол. Наверное, этого хватит даже, чтобы вот действительно там в минус 35 здесь находиться с удовольствием, с комфортом. Мой любимый рецепт — это все-таки использовать сливки и яйцо. Нарезаю хлеб кусками. Сейчас пока половину булочки взял. Если будет мало, то, соответственно, еще порежу. Может быть, на завтра что-то оставлю. И еще 2 яйца, и стейки из говядины у меня остаются. Стейки, может быть, тоже сегодня пожарю, посмотрю. Может быть, завтра. По обстоятельствам, в принципе, есть хочется. И, ну, наверное, вряд ли мне хватит гренок для того, чтобы наесться ими. Печка хорошая, но вот именно готовка на ней почему-то не совсем продумана, скажем так. То есть пламя идет,
но так как там зуб-отбойник стоит специальный, то есть пламя идет, и происходит там дожиг вторичных газов, если я не ошибаюсь в терминологии, и, соответственно, огонь на сковородку попадает не самый мощный. То есть пламя вот так вот идет и в дымоход уходит. Возможно, этот зуб-отбойник можно снять, я что-то не проверял, может он съемный, кстати говоря. Ну, сейчас я в любом случае его не сниму уже, потому что печка раскаленная, чтобы его снять, это, ну, надо постараться. Какой аромат. Как говорится, приятного аппетита вам, дорогие друзья, если вдруг вы решили присоединиться и поужинать вместе со мной. Сыр подплавился на гренках. Обожаю такой вот жареный плавленый сыр. И сейчас сниму пробу первую. Что я могу сказать? Очень жарко становится. Здесь уже, наверное, по ощущениям тридцатник. А по факту 26. Но у меня уже начинает с меня стекать пот. Я спальный мешок даже не брал. И буду просто на кровати спать без спального мешка. Я думаю, будет этого более чем достаточно. Укроюсь пледом. Ну, а там посмотрим. Если станет холодно, как обычно, проснусь и печку заведу. Дров у меня достаточно. Тем более сейчас они около печки еще подсохнут. Ну и где-то здесь газовая горелка у меня есть. Я вообще сторонник того, что спички спичками, но если есть возможность в каком-то строении оставить газовую горелку, то лучше это сделать. Ситуации бывают разные. Иногда приходишь, допустим, дров нету. Ну, не конкретно про это место говорю, а про какую-то землянку. Дров нету. Идешь пилить. Они сырые, естественно. Ну, там после дождя, например. А газовая горелка, спрятанная в укромном месте, позволит быстро согреться и быстро развести огонь в печи. Опять же, ночью, если вдруг по какой-то причине стало холодно, ну, не знаю, вдруг спальник забыл, не взял, либо, может быть, настолько холодно, что спальник не спасает, стало холодно, берешь горелку и, опять-таки, разводишь огонь в печке.
Я думаю, это должно быть. Особенно в тех строениях, которые посещаете постоянно, на постоянной основе. Можно сколько угодно из себя строить бушкрафтера, разводить огонь спичкой, огнивом, но надо исследовать современные тенденции. Зачем себе усложнять жизнь? Это просто невыносимо, поэтому я все-таки окно открою. Минут на 10. Проветрю помещение. Результат достойный. Печка справляется просто здорово. Не, класс. Мне больше всего в этой ситуации нравится во время мороза, это как снег хрустит под ногами, прям такой звук приятный. Я думал, батарейки сядут. Ну, на морозе. Заморозится. Нет, работают. Гирлянду вешал здесь. Где-то, наверное, недели полторы назад. Отмечал свой день рождения. Обалдеть. Сразу прям плюс 50 к настроению. И теперь можно, я думаю, ложиться уже спать. Вот такую вот красивую атмосферу. Свет сейчас выключу в доме и буду любоваться гирляндой. Я думаю, до утра батарейки сядут. Мне большего и не нужно. Вообще, впервые за свою блогерскую деятельность я буду спать на застеленной кровати, как будто бы прям как дома. Но в то же время находясь в лесу. Вот чтобы вот в таких вот условиях, чтобы у меня была свежая выстиранная простынь, пододеяльник, подушка в наволочке, такого у меня еще шика не было.
Печка работает. Дровами сейчас я под завязку забил. Я думаю, часа через 3 прогорит. Ладно, спокойной ночи, до завтра. Посмотрим с утра, что там за бортом, какая температура будет. градусов. За ночь пару раз вставал, подкидывал дрова, но в целом тепло. Дом держит температуру плюсовую и стабильно хорошую. Значит, панорамные окна не мешают этому дому оставаться теплым и уютным. Но зато какой вид. То есть просыпаешься и вокруг тебя, перед тобой сосны растут. Возможно, какие-то из них придется спилить потом в дальнейшем, чтобы они, не дай бог, не упали на дом. Но я уже буду смотреть по состоянию. То есть, если какие-то будут слабые, либо наклоняться начнут, там, не знаю, мало ли, может быть, корневая система была задета. Когда, например, сам дом ставился, вот эти фундаментные точки выкапывались мной. Может быть, я как-то корни повредил, и сосны пострадают, посмотрим. Но пока впечатляет. Морозно. Выходишь утром вот так вот полюбоваться под утренний чаек горячий. И это просто отлично. Жалко, что птички не прилетают пока что на сало. Но я думаю, прилетят, съедят. Просто такой холод, они, наверное, где-то греются, прячутся от такого мороза. Просто супер. Спасибо вам, что посмотрели это видео до конца. Я думаю, вам, по крайней мере, надеюсь, что понравилось. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Пишите комментарии. И до скорой встречи. Пока-пока.